Поздно вечером 11 ноября 1572 года 27-летний рыцарь, сын губернатора острова Фюн, внук тайного советника короля Кристиана, наследник двух самых богатых и знатных семей Дании, уселся по своему обыкновению наблюдать ночной небосвод. И к неописуемому изумлению обнаружил в созвездии Кассиопеи новую звезду впечатляющей величины. Пораженный, он не знал, что по этому поводу думать. Он получил самое лучшее возможное в Европе образование и точно знал, что звезды не появляются и не исчезают. Мир за орбитой Луны прочен и неизменен. И все звезды с момента творения были надежно прикреплены к своей небесной сфере. Не хрустальный, конечно, он был просвещенным человеком, но сделанный из эфира. И точно так же считали все, с кем молодой человек поспешил поделиться своим открытием. «Господь уже создал все звезды, когда творил мир», подтвердили мудрые люди. И если тебе показалось, что на небе появилась новая звезда, ты просто ошибся, потому что звезд чертовски много, никто не знает, сколько их там, и любой может перепутать. Да вот только этот молодой человек понимал, что он-то перепутать не мог. Он был одним из считанных людей на земном шаре, кто по специфике своей работы точно знал, что это не ошибка. Он знал все звезды в лицо и по имени. Его звали Тихо Браге. У него не было телескопа, у него не было носа, но у него было исключительное упорство, много свободного времени, и он работал над созданием самого полного и точного звездного каталога. И сегодня я расскажу вам о нем и о звездах науки, новых и сверхновых. Тихо Браге родился 14 декабря 1546 года в родовом поместье своей семьи на полуострове Скан. Сейчас это Швеция, но тогда это была Дания. Он был старшим из 12 братьев и сестер, и с самой младшей сестрой Софией он был очень дружен. Она даже будет потом помогать ему в его научной работе. Интересно, что у Тихо был брат-близнец, но он умер еще до крещения. Как вы уже от меня слышали, рождение близнецов буквально до недавнего времени несло в себе значительный риск. По причинам истории неизвестным, когда Тихо было 2 года, его взял на воспитание его бездетный дядя Йорген. Тихо вырос в его поместьях и замках. У него было несколько замков, поскольку семья Браге была очень богатая и влиятельная. Дядя Йорген любил Тихо как родного сына и сделал его своим наследником. В нежном возрасте 12 лет Тихо поступил в Копенгагенский университет. По желанию дяди он изучал там право, но также и множество других предметов. 21 августа 1560 года 13-летний Тихо увидел полное солнечное затмение и был очень впечатлен. Более всего тем фактом, что затмение было заранее предсказано, хоть и с ошибкой в 1 день. Поскольку Тихо готовился, повзрослев по примеру всех своих предков, занять какую-нибудь высокую государственную должность, то он отправился в образовательную поездку по Европе. Противостояние Юпитера и Сатурна 1563 года застанет его в Лейпцигском университете, где Тихо заметил, что таблицы Коперника и Птолемея, используемые для предсказания этого события, опять оплошали. Планеты постоянно оказывались не там, где должны были быть, согласно авторитетам. Тихо Браге решает всерьез взяться за дело и создать новые точные звездные таблицы. Но для начала он закончит свое международное образование и потеряет нос. В 1566 году на помолвке в доме профессора Ростокского университета в Германии
Сильно нетрезвый Тихо схлестнулся со своим троюродным братом на тему, кто из них лучше разбирается в математике. Дело кончилось дуэлью на мечах. Никто не погиб, но 20-летний балбес Тихо потерял значительную часть носа. Ему очень повезло, что он был богат и имел доступ к лучшим университетским медикам. До самой своей смерти Тихо будет носить искусственный нос, который, по рассказам, был сделан из золота и серебра и держался на лице с помощью клейстера. В ноябре 2012 года датские и чешские исследователи провели эксгумацию, сделали анализ его черепа и сообщили, что протез на самом деле был сделан из латуни. У Тихо также на всю жизнь остался большой шрам на лбу, из-за которого волосы у него на передней части головы росли несимметрично. В апреле 1567 года Тихо вернулся домой из своих путешествий без носа, но с твердым намерением стать астрологом. Я не оговорилась, астрологом. Солидная научная профессия, затребованная при дворе короля Фридриха II. Фридрих II датский был интересным королем. Долгое время его рисовали в истории как тупого мужлана, не имевшего манер, интересовавшегося только охотой и пирушками и неспособного подписать собственное имя. На деле же у него, по всей видимости, была дислексия, и он действительно не мог читать и писать. Но Фридрих был очень умен, любил общаться с учеными, и без его покровительства Браге, возможно, не стал бы тем, кем он стал. Когда ему было 25 лет, Тихо влюбился в Кирстен Хансен, дочь священника. Жениться на ней он не мог, поскольку Кирстен была простолюдинкой. Кирстен и Тихо прожили вместе почти 30 лет, до самой смерти Тихо. У них было 8 детей, 6 из которых дожили до взрослого возраста. Все они считались незаконными и простолюдинами. Семья Тихо возмущалась, священники обвиняли его в прелюбодеянии, но король Фридрих уважал его выбор, поскольку сам не имел возможности жениться на любимой женщине. Но на следующий год после встречи с Кирстен Тихо увидит свою новую звезду. В 1573 году он опубликует небольшую книгу «De Nova Stella» о новой звезде, в которой Тихо напишет: «Новая звезда не имела хвоста, ее не окружала никакая туманность, она во всех отношениях походила на другие звезды первой величины. По блеску ее можно было сравнить только с Венерой, когда эта последняя находится в ближайшем расстоянии от Земли. Люди, одаренные хорошим зрением, могли различить эту звезду при ясном небе днем, даже в полдень. Ночью при облачном небе, когда другие звезды скрывались, новая звезда оставалась видимой сквозь довольно густые облака». Сейчас этот небесный объект называют его именем – сверхновая Тихо Браге, или, согласно современной номенклатуре, СН 1572. Тихо Браге был не единственным человеком на земном шаре, заметившим новую звезду. Лучшие умы Европы и Азии собирались в кучки, чтобы обсудить это возмутительное событие. Лучшей версией было то, что это не звезда в прямом смысле слова, а какое-то атмосферное явление. Что этот свет кажется звездой так же, как далекий свет маяка кажется звездой, но это что-то другое. К примеру, испанский астроном Херонимо Муньес предположил, что это какая-то бесхвостая комета. Кометы тогда тоже считали атмосферными явлениями, летающими где-то на уровне самолетов, ну или предвестниками бедствий и катастроф. И то, что новая звезда не светила одинаково, а сначала постепенно разгоралась, а потом начала угасать, и к концу года совсем пропала, тоже свидетельствовало, что никакая это не звезда. И в некотором смысле они были правы. Углубимся ненадолго и не глубоко в астрофизику. Вот в астрофизику-то мы с вами еще никогда не углублялись.
Тихо Браги ввел в своей книжке термин «новая звезда». Но сейчас мы такие события называем сверхновыми, а просто новыми звездами начали называть нечто другое. Сегодня мы об этом не будем говорить, потому что новые звезды невооруженным взглядом с Земли практически никогда не видно. Все эффектные, смущающие астрономов и попадающие в исторические аналы вспышки новых звезд были именно что сверхновыми. Так вот, сверхновая – это не объект, это событие. Правильнее говорить «вспышка сверхновой». Это конечная фаза жизни звезды, ее лебединая песня перед коллапсом и смертью. Звезда похожа на огромный ядерный реактор, такая печка из раскаленного газа и плазмы. Настолько огромная и тяжелая, что она буквально сминается под собственным весом. Звезды, господа, очень большие. К примеру, Солнце в 333 тысячи раз больше Земли, и оно официально называется желтым карликом, то есть это очень небольшая звезда. А чем объект больше, тем больше его гравитация. Докажи мне, что я растолстел. Хорошо, сейчас. Яблоко видишь? Смотри сюда. Что происходит? Это фокус? Нет, это орбита. Ты создаешь гравитационное поле. Да брось ты. И если для Земли ее гравитация проблем не представляет, она представляет проблему только для вас, когда вы шлепаетесь на катке, то для звезд их собственная гравитация уже фактор риска. Сила гравитации, заставляющая все падать к центру массы, постоянно сжимает всю материю звезды к ее ядру. Но термоядерный синтез внутри ядра звезды постоянно высвобождает жар, энергию. И этот процесс распирает звезду наружу. И я понимаю, что это очень упрощенная схема. И на самом деле звезды устроены сложнее, и они бывают разными. Но давайте обойдемся сегодня этим объяснением. То есть звезда живет в равновесии. Сила гравитации, сжимающая ее, и сила давления изнутри, создаваемого термоядерными реакциями, равны, пока у звезды не кончается топливо, водород. Когда звезда начинает догорать, равновесие нарушается. И что произойдет дальше, зависит от ее размера. Если звезда не очень массивна, как наше Солнце или немного больше, то у нее недостаточно гравитационной силы, чтобы разрушить собственное ядро. Когда термоядерный синтез заканчивается, внешние слои звезды улетучиваются в космос и образуют красивое газовое облако, называемое планетарной туманностью. А в остатке остается горячее и плотное ядро, белый карлик. Белый карлик чрезвычайно плотен, его чайная ложка весила бы тонны. Но он не сжимается дальше и не вырабатывает энергию. Он просто медленно охлаждается и угасает в течение миллиардов лет. Это тихая смерть, которая ждет наше Солнце. Оно прошло примерно половину своей эволюции. Но для массивных звезд, раз в 8 больше Солнца, конец гораздо более бурный. Когда в ядре большой звезды термоядерный синтез прекращается, ее больше ничто не распирает изнутри. И менее чем за секунду звезда, так сказать, падает внутрь себя, схлопывается. После чего случается одна из двух вещей. Если масса оставшегося ядра в 1,5-2 раза превышает массу Солнца, то в результате коллапса атомы ломаются. Протоны и электроны сжимаются в нейтроны. Ядро звезды целиком превращается в шар из нейтронов, нейтронную звезду. Это невидимая звезда. Она больше не светит видимым светом. И она крошечная, всего 20 километров в диаметре. Но настолько плотная, что кусочек нейтронной звезды размером с кубик сахара весил бы столько же, сколько гора.
Нейтронная звезда невидима глазом, но она может излучать радиоволны и рентгеновские лучи. И поэтому их могут сейчас найти и поставить на карту. Но если первоначально звезда была еще больше, реально гигантская, то даже нейтроны не могут противостоять гравитационному коллапсу. Нет никакой известной силы, которая могла бы остановить ее сжатие. Поэтому ядро полностью коллапсирует в черную дыру. Область пространства, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может вырваться наружу. Нейтронная звезда – это уже абсурдный объект. В нашем привычном мире ничего подобного не бывает. Наш мир состоит из нормальных атомов, состоящих из протонов, нейтронов и электронов. И электроны там самые активные участники. Я появился на свет, когда мама защищала кандидатскую. В то время было плоховато с юмором. Короче, меня назвали Электрон. Смеюсь глуповатым смехом. Электроны отвечают за химические реакции, электромагнетизм, за твердость предметов, за то, что чашка не проходит сквозь стол, когда вы ставите одно на другое, за то, что вы не проваливаетесь сквозь стул. Это все работа электронов. И поэтому, если электронов нет, то в этом месте не действует значительная часть обыденных законов природы. Нейтронную звезду уже нельзя сравнить ни с чем, что существует в привычном нам материальном мире. Это уже ненормальная материя. Ну а уж черная дыра – это вообще капец. Мы вообще не знаем, что там происходит, поскольку свет не выходит оттуда, и, соответственно, не выходит никакая информация. Черная дыра – это уже за пределами знаний современной физики. Ее нельзя объяснить простыми словами. По крайней мере, я сейчас не готова. Поэтому вернемся к вспышкам сверхновых. Когда звезда догорела и проваливается на собственное ядро, то оторвавшиеся внешние слои ее отскакивают от нового твердого ядра и создают колоссальную ударную волну. Этот взрыв мы наблюдаем как вспышку сверхновой. Верхние слои взорвавшейся звезды со страшной силой разлетаются ошметками по космосу. На короткое время звезда светит ярче, чем целая галактика. Далекие-далекие звезды, невидимые с Земли, вдруг становятся видимыми, невооруженным глазом, иногда днем. И земные астрономы с недоверием и испугом ставят на карту звездного неба новую звезду, которая потом исчезнет. Открытие сверхновой стало решающим событием для Тихо Браги. Он ввязывается в бурную письменную полемику на латинском языке со всеми вокруг. «О тупые умы, о слепые наблюдатели небес!» – возмущается он в своей книге о новой звезде. Он опровергает версии о том, что сверхновая – это явление, находящееся где-то недалеко от Земли. Браги заметил, что новый космический объект не двигался относительно неподвижных звезд, как это делает, к примеру, Луна или планеты. Что означало, он был, по крайней мере, дальше, чем Луна, где-то в сфере звезд. Публикация этой маленькой книжки сделает Тихо известным ученым в Европе. Ему было 27 лет. Король Фридрих II, впечатленный способностями молодого астронома, предложил Тихо построить обсерваторию. Место для обсерватории определили на острове Хвен в проливе Эресун. Тоже, надо заметить, ныне территория Швеции. А тогда это была земля датской короны, населенная несколькими свободными крестьянскими семьями. Остров вместе с крестьянами был отдан Тихо, и к 1576 году он построит там Ураниборг, обширную современную обсерваторию, посвященную Урании, музе астрономии. Его обсерватория будет оснащена новыми точными инструментами для замерения положения звезд на небе, большую часть которых Тихо сконструирует сам. Чего в этой замечательной обсерватории не было, так это телескопа.
Тихо Браге станет последним великим бестелескопным астрономом в истории. Он будет полагаться только на остроту собственного зрения. Он умрет за несколько лет до того, как Галилео Галилей впервые догадается направить телескоп на небо и обнаружит, что Млечный Путь – это не просто туман, а скопление звезд, и что у Юпитера, оказывается, есть спутники. Но Тихо жил и умер до изобретения телескопа. Все ночи он просиживал, вперясь в небо, и записывал все, что видел невооруженным глазом, выполняя при этом множество вычислений. Тихо Браге составил самый обширный и точный каталог положений звезд на тот момент. Когда он понял, что башни Ураниборга не подходят в качестве обсерватории, потому что их раскачивает ветер в заливе, он построил подземную обсерваторию, названную Стьернборг, звездный замок. Она состояла из нескольких блиндажей, в которых находились большой экваториальный армилляр, большой азимутальный квадрант, зодиакальный армилляр и тригональный секстант. Это были самые точные астрономические приборы своего времени. Ураниборг стал настоящим исследовательским центром, где с 1576 по 1597 год работало почти 100 сотрудников. В подвале была лаборатория для алхимических экспериментов с 16 печами для проведения дистилляции и прочего. Там имелся печатный станок и бумажная фабрика, что позволило Тихо публиковать свои собственные книги на бумаге с собственным водяным знаком. В Ураниборге также жил карлик Еппи, который предсказывал будущее, и ручное животное, которое некоторые называют оленем, а некоторые лосем. По преданиям, этот лось пал жертвой своего пристрастия к пиву, навернувшись с замковой лестницы. В обмен на это поместье Тихо выполнял функции королевского астролога. В начале каждого года он должен был представить двору альманах, предсказывающий влияние звезд на политические и экономические перспективы года. При рождении каждого принца он составлял их гороскопы, предсказывая их судьбу. А незадолго до захода солнца 13 ноября 1577 года Тихо Браге, вернувшись с рыбалки, обнаружил на небе еще одну новость. Это была Великая комета, которая была видна в северном небе с ноября 1577 по январь 1578 года. Подавляющее большинство современников Браги смотрели на нее исключительно как знак приближающегося апокалипсиса. Тихо же смог определить, что расстояние кометы до Земли было намного больше расстояния до Луны. Он также заметил, что хвост кометы всегда был направлен от Солнца. Он вычислил ее диаметр, прикинул массу и длину хвоста и уверенно заявил, что это какое-то небесное тело, а не атмосферное явление, что было нетривиальным выводом для того времени. Галилей еще считал, что кометы – это оптические иллюзии, какие-то отражения Солнца в атмосфере. Но самое смелое предположение, Тихо вызванное его наблюдениями за кометой, было то, что она на своем пути явно пересекала траектории движения планет, что означало, она разбивала небесные сферы, на которых планеты тогда держались. Движение кометы предполагало огромную пустоту, где небесные тела могли свободно перемещаться. Это было совершенно революционное открытие. На тот момент Браге еще не порвал с гелиоцентризмом Коперника, и наблюдение за кометой вдохновило его на попытку разработать альтернативную модель мира, в которой Земля была бы неподвижна. Потому что, несмотря на все свое новаторство и прогрессизм, Тихо не хотел отпускать один древний принцип, что наша Земля находится в неподвижном центре мира. Дело в том, что он не видел параллакса звезд. Параллакс – это смещение звезд на небе при движении Земли вокруг Солнца. Если Земля движется, то положение ближайших звезд должно немного меняться на фоне дальних, как при взгляде с разных углов. И Тихо этого смещения не видел. Соответственно, он склонился к мысли, что Земля неподвижна.
Ну или звезды так далеко, что даже он, Тихо Браге, со всей своей дотошностью и замечательными инструментами не может замерить их параллакс. И вообще Тихо не мог поверить, что огромная тяжелая Земля может лететь куда-то с бешеной скоростью, а мы этого не замечаем. Все падает на Землю. Земля – центр, относительно которого происходит все движение. Солнце крутится вокруг Земли. Ну а планеты, да, они вертятся вокруг Солнца. Потому что иначе их странные выкрутасы на небе невозможно объяснить. Вот этот ваш любимый ретроградный Меркурий, когда планета вдруг раз и начинает ползти по небу назад, объяснить через вращение вокруг Земли было очень хлопотно. Но если все планеты крутятся вокруг Солнца, а оно уже в свою очередь таскает все это хозяйство вокруг Земли, тогда да, тогда их сложные перемещения можно было посчитать. Модель мира Тихо Браге была оригинальным компромиссом с неподвижной Землей, вокруг которой крутилось Солнце, вокруг которого, в свою очередь, вертелись планеты. А где-то далеко-далеко находились неподвижные звезды, и между всем этим летали удивительные храбрые кометы. Никаких хрустальных сфер, огромное, но учитываемое хозяйство. Но тут мир тихо стал трещать по швам. Не забудьте, кстати, поставить лайк, если вам нравится это видео, и подписывайтесь на мой канал. Как вам нравятся мои новые очки? Когда король Фридрих умер в 1588 году, благополучие Тихо Браге подошло к концу. Наследнику Кристиану IV было всего 11 лет. Страной начал править глава Регенского совета, который не взлюбил Тихо. К тому же несколько епископов подозревали его в ереси. Небесных сфер, видите ли, не существует. Тихо Браге понял, что дело пахнет жареным, и он отправляется в изгнание, ну или в бессрочную зарубежную командировку. Остров Хвен вместе с Ураниборгом и всем его содержимым снова отойдут в собственность короны. Обсерватория была заброшена, металлические части замечательных астрономических инструментов растащили местные жители, деревянные части сгнили, здание было разобрано на кирпичи, ничего не осталось от славной крепости науки, кроме фундамента. В 1599 году Тихо переехал в Чехию под крыло Рудольфа II, тоже очень интересного императора Священной Римской империи, покровителя искусств и наук, особенно оккультных. При его дворе даже к гражданской жене и детям Тихо относились как к дворянам, уважение которого они никогда не получали при датском дворе. Тихо построил новую обсерваторию в замке в Бенатке над Йизрой, в 50 километрах от Праги. Он также нанял нового помощника, 28-летнего Иоганна Кеплера. Их короткое двухлетнее сотрудничество было напряженным и плодотворным. Вместе они работали над новым звездным каталогом. Этот каталог стал рудольфинскими таблицами. Кеплер с большим уважением относился к методам Тихо и точности его наблюдений, но он был убежденным коперниканцем и считал модель мира Тихо ошибочной. Неизвестно, к чему бы пришли эти двое в результате своих дискуссий, но Тихо Браге внезапно заболел и умер 24 октября 1601 года в возрасте 54 лет. Накануне смерти он бредил и восклицал, что надеется, что его жизнь не окажется пустой и напрасной. Он мог не волноваться. Его годы наблюдений и расчетов, его исключительно точные звездные таблицы позволят Кеплеру рассчитать фундаментальные законы движения планет и окончательно разрушить геоцентрическую картину мира. Планеты вращаются по эллипсам вокруг Солнца, и Земля одна из них. Это было начало современной астрономии. Когда в октябре 1604 года на небе внезапно появилась еще одна очень яркая новая звезда в созвездии Змееносца, которую было видно даже днем, Кеплер уверенно скажет вслед за своим учителем, что новая звезда находится в сфере неподвижных звезд, а не где-то у нас под носом. Доктрина неизменности Вселенной уходит в прошлое.
Хотя сверхновая Кеплера станет последней на данный момент сверхновой, которую наблюдали невооруженным глазом в нашей галактике. С тех пор таких эффектных представлений Вселенная нам не давала. Однако, Бетельгейзе, огромная красная, то есть догорающая, тлеющая звезда, находится сравнительно близко от нас в созвездии Ориона, это его левое плечо. Когда здоровенная Бетельгейзе, и я сказала, когда, а не если, догорит и превратится в сверхновую, в течение нескольких недель она будет светить ярче полной луны, так ярка будет вспышка. К сожалению, никто не может предсказать, когда это произойдет. Может завтра, а может через 100 тысяч лет. Может быть, я это записываю, а на завтра Бетельгейзе взорвется, и вы уже видите ее на дневном небе. Не волнуйтесь, это будет совершенно безопасно. В 2019 году Бетельгейзе внезапно потускнела, и все астрономы мира на неделю перестали есть, пить, дышать и спать. Но оказалось, что это просто выброс звездной пыли, которая постепенно рассеялась. Однако Бетельгейзе уже на низком старте. Когда мы сейчас задумываемся о будущем, нам очень легко впасть в тоску. Человечество, честно говоря, не внушает оптимизма. Кажется, что ничего хорошего впереди нас не ждет. Но природа приберегла для нас такие чудесные сюрпризы, которые мы не можем даже себе вообразить. И если люди вас разочаровывают, вспоминайте о том, что наша Земля – это крошечная песчинка в огромном космосе, полном тайн и чудес. И почаще смотрите в звездное небо. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.